Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами хорошими, очень хорошими новостями, которые произошли в моей жизни. Недавно я ходил в миграционный отдел и подавал документы на обновление визы. И спустя 1,5 месяца наконец-то я получил свою визу, карточку, в которой написано то, что срок действия моей визы 5 лет. Очень долго ждал визы на длительный срок, потому что предыдущие все мои визы были только год. Ну и сегодня хочу поделиться своим опытом касательно получения визы в Японии, касательно обновления ее и так далее. А чтобы вам не было скучно, я приехал в сад, в котором есть интересные древние постройки японские. Ну и поэтому в процессе прогулки буду вам немножко рассказывать про мое важное событие. Так вот, получается, я думаю, все, кто подписан на мой канал, уже знают то, что проживаю я в Японии больше 5 лет. Приехала сюда в 2019 году. Первые 3 года работал в отеле. Вот сейчас проживаю в городе Йокогама. Вот. Ну и, соответственно, перед тем, как приехать в Японию, меня взяли на работу, начали оформлять документы. Все, получила документы от компании из Японии. Далее пошел в посольство Японии в Москве и уже получил свою первую визу, и которая была на год. Вот. Но в то время, для меня это было большим достижением в моей жизни. Во-первых, вообще получить работу в Японии. Вот. Ну и год, я понимал то, что для начала год это более чем хорошо. Сейчас отрабатываю я год в Японии. Далее наступает период, там где-то месяца за 2, уже перед тем, как срок моей визы первый истечет. Вот. Я еду в миграционную службу, подаю все документы, необходимые для продления визы. И жду, когда мне сделают новую визу, и я получу новую карточку иностранца. Она называется по-японски Дзайрюкадо. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Вот, получается, где-то через месяц приходит оповещение, то, что все, виза готова, приезжайте забирать. Вот. Еду я забирать. Кстати, после года, я уже думал, год прошел, все было нормально, работаю я добросовестно, плачу все налоги. Поэтому в заявлении, когда я заполнял его, я указал, там можно указывать, кстати, желаемый срок, на который хочешь, чтобы твоя виза была продлена. Вот, там год, 3 года и 5 лет. 5 лет я не стал писать, что я не буду же выделываться после первого года. Поэтому написал 3 года. Думал то, что после усердного года работы, в Японии, я думал то, что я заслуживаю уже 3 года получить. Но оказалось, что нет. Дали мне всего лишь на 1 год. Я особо не расстроился в первый раз, потому что, только год прошел, я думал, это нормальная практика. Вот, тем более 3 другие девчонки, которые тоже со мной работали, приехали со мной в Японию, они тоже получили только год. Поэтому все было нормально, в принципе, особо не запаривался. Вот. Далее проходит 2-й год. Значит, опять все, собираем все документы. А касательно документов, там, в принципе, основную часть это делает твоя компания, потому что там необходимо записывать твой доход за год, сколько, на какой позиции ты работаешь. Там такое детальное, объяснение, которое может предоставить только компания. Вот. От тебя требуется просто сходить в администрацию, взять там парочку бумажек касательно твоих налогов, в которых будет прописано, что у тебя нет никаких задолженностей.
И, ну, сделать фотографию стандартную для визы. Что еще? Ну и, в принципе, все. Ну и заявление само, да, которое нужно там прописать все, свои данные о предыдущей работе и так далее. Ну, получается, второй год подходит к концу, еду я опять все подаю. Опять там где-то через месяц, может полтора, приходит оповещение, все готово, приезжайте, забирайте. Вот. Ну, приезжаю, я там отстаю в очередь где-то час, наверное. Дают мне мою карточку, и вижу, я опять год написано. Ну и замечаю я то, что вместо 3 лет, опять я, кстати, второй раз я тоже писал 3 года. Вот. Уже, ну, когда я уже писал циферку 3, я уже понимал, что так, в этот раз стопудово должны 3 дать, потому что уже 2 года отработал. Ну и забираю свою карточку и вижу то, что там опять цифра 1 стоит. Я сразу же такой, так, ну я, то есть, когда человек, да, там передает тебе карточку, я смотрю, проверяю всю информацию, чтобы все правильно там было написано. Вот. И вижу 1, и сразу у меня в голове, блин, что за фигня? Я сразу задаю вопрос, а почему 1, как бы, я уже 2 года отработал, вот я писал 3 года, почему мне 1 год дают? Ну и сотрудники, они, то есть, ну я хотел там, да, чуть поставить, поспорить с ними, потому что как так-то, ну хотя бы получить объяснение причины, почему только на год дали. Вот. Ну, не все было так просто, как я казалось. То есть их ответ был просто. Они просто были краткие и предельно точные. Все, мы не предоставляем этой информации. Как бы, все. Забирай карту и вали отсюда. Ну, не так, конечно, сказали. Ну, посыл был таков. Радуйся, что тебе и так продлили. Ну, ладно. Пришлось смириться со своей гордыней. Забрал карточку, поехал. Все своим коллегам японским поплакался, менеджеру тоже. Вот. Ну, они меня поддержали, говорят, тоже. Говорят, что-то очень странно. Ну, говорят, ничего страшного. Получишь на следующий год. Хорошо, 3-й год. Все нормально опять происходит. Я живу спокойно, работаю каждый день. Плачу свои налоги. Честный человек, то есть все у меня нормально, без всяких каких-либо происшествий. Проживаю. Вот, ну и опять собираю все документы, направляюсь в миграционный отдел. Все, проходит то время, проходит время ожидания. Еду я забирать. Это что, это 3 года прошло, да? Ну, я тоже, как бы, даже после этого, я тоже не наглел, писал только 3 года. Вот, хотя, в принципе, мог бы и 5 написать уже. Вот. Ну и все. Приезжаю, я забираю карточку. И опять вижу цифру 1. И тут у меня просто прям как бомбануло. Да, все было именно прям так. Я прям чуть не заорал там. Потому что, ну, просто было полное непонятие. Почему? Ну, за что? Что я сделал? Вот. Ну, понимал то, что спрашивать опять, стоять там, задавать вопросы не было смысла. Тем более там людей тоже ожидающих было очень много. Ну все, вынужден был смириться и в этот раз. Ну ладно. Вот, ну после этого уже все, я увольняюсь из отеля, переезжаю в Йокогаму. И получается уже 4-й раз, да, опять подходит срок, все документы подаю. 4-й раз. 4-й раз, кстати, ну я только как раз переехал в Йокогаму, только устроился. Была возможность там через компанию, чтобы они все документы подготовили, все подали. Была такая возможность там заплатить, я не знаю, сколько я заплатил. 1040 йен, наверное. Вот, заплатил, потому что и на работе завал был, короче, не было времени идти, все там самому делать. Вот.
И попросил человека, говорю, пишите 5 лет. Желаемый период 5 лет. Все, ну все. Все документы подали. Спустя опять там 1,5 месяца. Бац, год. Ну это уже прям было вообще полнейшая жесть. Иностранцев там, экскурсии тут проводят для них. Можно, кстати, тоже к ним в группу пристроиться. Типа я с ними. Интересно, они спалят или не спалят. Ну ладно. Не будем заниматься такими делами. Так вот, что получается? Все, 5 год, ну, уже просто спустя 4 года уже просто никаких эмоций не было. Нормально, вот так вот. И все. Как будто так все и должно. Поэтому вообще отнесся к этому спокойно. Вот. Ну и наконец подошел вот этот год. Подаю я документы. В этот раз я решил все делать сам. Сам сходил, ну сам все подготовил, заполнил анкету. Ну, компания, конечно же, подготовила для меня документы, которые требовались от самой компании. Пошел я. Что классно, это миграционный отдел, он находится прям недалеко от меня. Вот на машине я ездил, помню, там, минут 10. Просто приехал с утра спокойно, парковка большая, поставил, подал документы, все идеально прям, как по маслу прошло. Потому что когда я жил в Нагано, да, работал в отеле, мне нужно было добираться до самого города Нагано. Это по хайвею где-то 1,5 часа из города Сува, где я проживал в то время. Получается, да, все я сам сделал, все подал. В этот раз я прождал 1,5 месяца, практически ровно, по-моему. Ну и все. Ну, честно сказать, да, с самого начала было чувство. Казалось, что в этот раз должно все получиться. Вот. Ну и наконец-то я получил, ну хотя бы не 5 лет, ну 3 года точно. Как бы такое у меня предчувствие было. Потому что, не знаю, я думаю, у каждого такой человек есть. Ты вроде бы тебе кажется, что вряд ли, но все равно какое-то ощущение такое, что да нет, может быть и получится, как бы шанс есть. Я не знаю, поймет меня кто-нибудь, не поймет. Ну, в общем, такое чувство у меня было. Ну и все. С утра еду я в миграционку, забираю, ну, прожидаю опять где-то 1,5 часа в этот раз я ждал. Потому что, когда ты подаешь документы, ну, там, по сути, да, просто, да, ты собрал документы, их отдал, все их проверили быстренько. Все, там, буквально за 10 минут я закончил все. Вот. Ну, в этот раз, когда забирать вот эту свою карточку новую, нужно ждать, потому что там очень большая очередь. Вот, и их очень медленно выдают. Я не знаю, там то ли в тот же день их просто эти карточки печатают, либо, я не знаю, либо еще раз там перед выдачей все проверяется досконально, чтобы никаких ошибок не было. В общем, непонятно. Ну ладно, все, отставив свою очередь. И вот этот момент, когда я подхожу к стойке, раз мне выдают карточку, я не смотрю, мне говорят, ну, там, когда ты забираешь, тебе сразу спрашивают, проверьте, пожалуйста, адрес, чтобы был верный, и фамилия, и имя, самое главное. Мне вообще пофиг на это, я сразу смотрю на число, вот эту циферку, сколько, и я вижу 5. Да, мне просто прям, у меня внутри прям, наконец-то, все. Я сделал это. Ну, я, конечно же, не буду там орать на все здание. Вот. Поэтому, ну, как бы я, да, все нормально, все четко. Забираю такой. И прям так вот отхожу и внутри себя прям так. В общем, это чувство запомнится надолго мне. Ну и все. Так вот получаю я свои 5 лет. Наконец-то теперь
Не нужно будет мне каждый день, каждый год париться, да, собирать эти документы, ездить, подавать. Вот, как бы в ближайшие 5 лет можно расслабиться. И, кстати, то есть, получается, я уже прожил 5 лет, уже 6-й год у меня идет. Сейчас вот эти 5 лет я проживаю, и будет уже 10 лет. 10 лет, как я отжил в Японии, да? Получается, 10 лет проживания в Японии. Я не знаю, если кто знает, после 10 лет, как ты живешь в Японии, ты имеешь право подать на ПМЖ. Ну, уже можно будет не париться с визой. Жить себе спокойно в удовольствии. Вот, как бы вот такой мой план на ближайшее будущее. Вообще я планирую, когда людей уже будет побольше, вообще в планах, когда будет 1000 подписчиков, провести первый стрим, либо также просто гуляя по городу, разговаривая, да, будете задавать вопросы, я буду отвечать, рассказывать что-нибудь интересненькое. Вот. Либо, не знаю, просто там в доме подключу на компьютере, будем сидеть там общаться. Кстати, напишите, как вам такая идея. Вообще, я думаю, что будет прикольно, когда именно такое, да, живое общение, можете онлайн задать вопросы и сразу же получить ответ. Не знаю, вроде бы весь я обошел этот сад. И до пагоды поднялись, да, там прошли, посмотрели на красивый вид. Я не знаю, что тут еще может быть еще интересного. Вот какой-то колокольчик звенит. Вот такое получилось небольшое видео, небольшой рассказ про мою жизнь в Японии. Если же еще что-то хотите услышать, задавайте вопросы в комментариях. А я постараюсь тогда сделать видео на какую-нибудь тему, которая вас интересует. Просто подкидывайте идейки, и буду больше снимать для вас. А я, наверное, еще чуть-чуть прогуляюсь здесь и потихоньку буду собираться домой, потому что время близится к вечеру. Поэтому всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. До встречи в новом видео. Всем пока.